И вот мы сейчас пойдем и посмотрим, где что здесь могло происходить. Сейчас мы зайдем в ту комнату, которая нас очень с Жанной манила. Скорее всего, там что-то есть. Пойдемте посмотрим. Так. Делаю мелом круг. Второй круг. И третий круг. Напишем, что тут разрушает, что здесь радует, что дает здоровье и силу, с чего есть сила. Что в этом доме происходит? Что в этой комнате происходит? Здесь есть зло. Здесь есть то, что вредит хозяйке этого дома. Пройдись, Оксана, с куклой. Почему-то этот Прочувствуй. угол. Откуда? Мне кажется, как грубо, да? Что-то дает. Да. Знайте себе. В общем, вот так они не приближаются, ты знаешь. Даже если что-то вообще уклонная реакция. Что-то не хочет, что-то прячется. Угу. Знаешь, что мы можем сегодня с тобой сделать? Попробовать новые вещи. Я хочу сейчас взять здесь то, что находится негативная энергия, и ее раскрутить. Зло, которое в этом доме жило, которое бывало, которое мешало, которое желало, закручиваю спираль до сегодняшнего дня, сегодняшнего часа, сегодняшней минуты. Закрываю, отправляю ее обратно. От кого пришло, к тому иди, к тому вернись. Закрываю вход для разрушения, для забратия целостности энергии, для забирания радости с дома, с семьи в этой жизни и забирание роста, благосостояния. И эта руна, это идет руна Беркана, это женская руна, то есть руна счастья. Забираю. Илона, иди сюда. Положи сюда руку. Прикрой глазки. Возвращаю разрушение личной жизни. Ответ есть у тебя с тела? Как в пропасть рука провалилась. Так, это так и надо. Возвращаю горе, печалости, все, что должно было давать тебе радость. Есть ответ. Да, как назад толкает. Целостность, руна Саул, целостность. Возвращаем все, что мешало тебе целостности, комфорта, радости. Возвращаем все помехи. Женская руна Беркана. Счастье в личной жизни. Просто женское счастье. Род. Родовая деятельность. Руна рода. Руна роста. Все, что мешало. Возвращаю. Здесь очень внимательно прочувствуй, где у тебя в теле, откуда потянуло. Откуда у тебя потянуло ощущение? Со всех конечностей. Сейчас в голове. Справа. Это у меня где позвоночник поднялась и позвоночник. Закрываю.
этому стать. Запечатываю. Запечатываю разрушение. Запечатываю забратье и целостности. Запечатываю то, что забрало радость. Запечатываю то, что забрало женское счастье. Два, 3 круга родового. Защита. Запечатываю. Пойдемте дальше. Обратите внимание, смотрите, что у нас на стенке. Илона. Откуда это, Это у тебя цифра шестерка. эта? Это девятка. Но она перевернута в Да. шестерку. Ты же понимаешь, что какие-то силы. Для чего ты это приклеила? Ты помнишь, или что это было? Это когда я в доме жила, мы на подъезде ставили цифру дома 76. Это шестерка. 76 дом был. И поскольку их все время срывали, вот у меня остался, очевидно, запасной. Это мебель еще из квартиры, когда я в большом доме жила. Пожалуйста, убери его. Не надо тебе Мгм. запасные все. Убери и уничтожь. Потому что то А что-то как её мешает. уничтожить? Сжечь в печи. Её Просто оторвать? сожги. Вырви и сжечь. Это обязательно. Потому что, да, вот Всё так. намного проще. Все намного проще. Нет, Нет, шалфей так не пахнет. какой-то... Прямо Это аж- так духи пахнут. Это запах духа. Это Когда то, что у духи меня в приходят. руке? Это то, что у тебя в руке. То, что тебе приносило с перевернутыми. Тебя крутило и вертело. Это то, что должно сейчас сжечься. Это то, что должно... Ты слышишь, какой запах негативный? Такое прям... Вот это Но то, оно что же как уже зло. растворяется. Так, Я больше не чувствую. давай дальше. Обнаружили. Я же говорю, нам нужно было... Они же говорят, идите. Что-то должно было обнаружиться. Сейчас Лона нам расскажет, что она обнаружила. Она похожа на какую-то твою родственницу, эта кукла. Тамара жила всю жизнь в Вильнюсе, в Литве. И когда она осталась вдовой и открыли у нас Евросоюз за границей, мне удалось ее перевести в Тарту. И с тех пор она жила у меня. Но при переезде у нее потерялась любимая кукла, у нее самой детей не было. Вот у нее, она, одну куклу у нее была всю жизнь. Господи, которую она меня кто-то трогает. как ребенка Кто-то она, здесь есть, я же говорю. как за ребенком за ней ухаживала, эта кукла потерялась. И вот когда она стала мне за эту куклу говорить, я ей купила на день рождения коллекционную куклу. Это вот кукла, которая была подарена Тамаре. И она мне разрешала этой куклой пользоваться, когда я деткам шила вещи, я на этой кукле делала фотографии этих вещей. А это как раз то, что мы тогда не нашли на чердаке. Илона только вспомнила об этом. Скажи, кукла была в той стороне, к которую я шла Да, изначально, да. когда вел? Да, она Всё-таки- была там за столом в пакете. Все-таки полиэтиленовом. он меня вел Всё-таки правильно он меня вел. Но мы туда не дошли, пошли. Это немножечко- все открылось после ритуала. Кукла движется. Не прикасайтесь пока. Тамара, ты здесь? Дух Тамары, ты здесь? Ты даешь знаки через эту куклу? Не хочет. Я вижу другое. Я вижу язык. Она все время высовывает язык. Язык как вот так. Делала? Ну, она была такая взбалмошная. Взбалмошная была. Да. Потому что вот я сейчас... Она так, как бы, знаешь, вот так. Дразнит, знаешь, дразнит. Цветочек мне это не нравится вообще. Это А я не знаю даже откуда он. Это не её. это не ее, это как убери этот цветочек, сожги вместе с этим. Кто-то Как будто с вставит кладбища. цветок. С кладбищем. Для меня такое.
Я хочу проверить. Ты рассказывай, а я хочу. Когда в последний год жизни тетушка Тамара сломала второе бедро и была в больнице. И я искала для нее сиделку, потому что я работала дома и могла приглядывать, что происходит. И я ее забрала из больницы, я ее там не оставила. И нашла для нее женщину, которая должна была за ней ухаживать днем, и жила в этом доме со своими 2 детьми, как раз в той комнате, где мы ритуал делали, и в другой еще одной комнате. И она ухаживала за Тамарой последний месяц ее жизни. Вот я думаю, что за этот цветок почему-то мне она вспомнилась, когда вы этот цветок оттуда сняли. Потому что этот цветок не этой куклы. Это плохой цветок. И вот мы спустились с вами в подвал, где Илона проводит небольшой ритуал. А на палите вещи с цифрой и тот цветок кладбищенский. Мы хотим посмотреть, как оно будет гореть. От кого пришло, к тому иди, в ноги поди. Зло из этого дома забери, всякую порчу, уговоры, страхи, приговоры. Все, что народ насылалось, через века сейчас избавлялось. Аминь. Огонь ярко гори. Забери с этого дома, с этой семьи всякое зло, всякую боль, всякую хворь, всякое женское невезение, всякое мужское падение. Забери, дымом лихим унеси за леса, за черные тучи, за болото, за 3-9 земель. Там, где люди не бывает, там, где звери, птицы не поют, не ходят. Забери к темным туманам, черным дурманом. С этого пепла, с этого дыма, с этого огня, с этого часа, с моего наказа так тому и быть. В этом доме слезы больше не лить, а в этом доме мед пить. Аминь. Аминь. Закрывай, пусть догорает. Нам больше не нужно, и мы хотим сейчас. Давай, Оксана, энергию куклы проверь. Пройди, да. Немножечко. На тебе, может быть, тебе будет виднее идти как-то тут. Это не... Там в том углу что-то есть. О, гул автоматически. А вот тут мы можем вопросики позадавать. Интересно, что ты услышала. Здесь кто-то живет, здесь кто-то обитает. Дух, Здесь холодильник. сущность. А закрой туда двери. Ты Просто слышала, закрой. реакция была? Она чуть-чуть дух, я сущность. На сущности она. А ну, По-моему, давай на ищи еще раз. Сущность. Сущность все-таки. Чья здесь сущность? Мужчины? Здесь мужская сущность. Все-таки, Ребёнка. Жанна, что-то Всё-таки есть. есть, но как-то она на мужчину очень слабо отреагировала. Почему? Он себя не чувствовал мужчиной. У него были проблемы Да. очень, понимаешь, какое-то вот слабое. Есть чувство, она обычно сразу... С нами может связаться сущность этого мужчины? Что здесь делает сущность мужчины? Почему-то она не может с нами связаться, смотри. Смотри, она не хочет. Здесь какая-то сущность мужчины, которая хочет брать жизненную энергию мужчины. Да. А ты говоришь, что здесь сидит Эйнар. Да, он постоянно здесь. Здесь есть сущность. Сущность этого мужчины – это хозяин
этого дома, который умер в этом доме. Ты не знаешь его имя? Имя не знаете? Ну-ка еще раз спроси. Сущность того мужчины, хозяина, который умер в этом доме от болезни рак. Ты здесь. Все-таки это Ты он, здесь. если рак. Рак вы говорили, да, же? Да. Да. Что ты... Почему ты отсюда не уходишь? Ты хочешь с собой кого-то еще забрать? Мне по ногам сейчас холод пошел. А он здесь. я Здесь, чувствую. если реакция у куклы есть. Что ты хочешь здесь, в этом месте? Почему ты здесь? Дай нам о себе знать, что ты здесь. Он очень слабый, очень слабый. Мгм. Энергия очень слабая. Что тебя здесь держит? Что тебя здесь держит? Ответь. Может, мы попробуем, Жанна, сделать гипноз абсолют? И через тебя попробуем узнать? Да. Давай попробуем вызвать этот дух. Он отсюда сделать. не уходит. Нам нужно узнать причину. Почему? Да, мы так и не выяснили причину, но, наверное, мы это сделаем. Потому что он очень слабый, очень слабо выходит на контакт, но он здесь ощущение. Пойдем туда сделаем. Пойдем. Идемте с нами. Сейчас мы Жанну ведем в гипносостояние абсолют. И попробуем связаться с той сущностью, с тем мужчиной, который обитает в этом доме. Жанна, ты готова? Я хочу призвать дух этого мужчины, эту сущность, чтобы он явился ко мне в мое состояние абсолют. Это мы будем делать первый раз. И просьба за нами не повторять. Сейчас я досчитаю до 10. И ты погрузишься в гипносостояние абсолют. 1, 2. Твое тело расслабляется. 3, 4. Ты чувствуешь легкость в своем теле. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Что ты сейчас видишь и что ты сейчас чувствуешь? Что ты сейчас чувствуешь? Что ты видишь? Вода ночная. Корабль, судно какое-то, как рыбацкое судно. Сквозь черную воду. Тонет. Что ты ощущаешь? Страх? Страх, воля не вернуть. Ты можешь войти в контакт с сущностью, которая с тобой обитает рядом? М. Его плохо говорить, его очень плохо говорить. У него что-то вообще перекрывает дыхание. Где он сейчас находится?
показывает мне картинку воды все время. Показывает картину воды, вода, вода, тонет корабль, вода. Ну корабль вот какой-то, не совсем корабль. Темная вода забирает жизнь. Темная вода забирает жизнь, как круговорот, все забирает в его теле воронка. В его теле воронка, у него голос нарушен. Голос, воронка. Это душа? Это душа человека? Нет, она пустая. Здесь осталась энергия, которая подбирает. Я с фантомом. Это фантом. В нем нет души, он не дает ответ. Почему он здесь? Это воронка, воронка. Воронка, она просто втягивает эту воронку в себя. Что он хочет передать? Женщина загубила. Женщина загубила. Какая женщина загубила? Кто это? Имя? Лара. Лори. Лори. Здесь место пустое. Тебе тяжело там находиться? Мне тяжело, мне все время запах гари. Все время запах гари и водоворот воды, водоворот как затягивает. И запах Это гари. портал? Это портал, он туда не может попасть, потому что он не сущность, он энергия. Сейчас я досчитаю до 5, и ты выйдешь в состояние гипноабсолюта. 1, 2, 3, 4, 5. 5. И ты выходишь. Ты здесь, Жанна, ты с нами? Да. Это не сущность. Оно мне перекрывало дыхание. Это не сущность, это энергия. Что-то с Энергия. Лара. Энергия, стой, я не могу даже сказать, что ноги. Энергия, воронка, которая затягивает. Это сущность. Через этого мужчину у него была какая-то проблема с водой. Вода, море затягивала. Может быть, кто-то тонул, может быть, что-то там было. Потому что как какое-то, как судно. Вот я видела, как судно идет под воду. Вот я не видела большого там корабля, да, а мне кусочек какого-то судна идет под воду, вода черная, и воронка затягивает. Когда я хочу к нему обратиться, а его нет. Ты знаешь, что это, скорее всего, может быть портал, потому что мне, царство небесное, моя бабушка, она умерла, она показывала, когда человек умирает, когда он туда ходит, его как воронку засасывает. И он туда попасть не может, Угу. потому что он не сущность, он ничего, он энергия. Это просто сгусток энергии, который находится и питается. Ему нужно кем-то питаться, чтобы жить. Там у вас, там не сущность, там энергия. А зачем ему жить? А как любой эгрегор, он живет за счет энергии. Много энергии, просто сгусток энергетический, как некоторые называют зло, да? Память ушедшего какого-то человека. Эта болезнь меня испортила, что
женщина виновата. Лара, ты называла. Лара, Не Лайна? может, Ну, Лайна. она Лана говорила несколько, да. Лаш, вот она Ла, А идет что, Ларна. кто это Ла- такая Лайна? Лайна, может быть, бывшая хозяйка, я не помню имя, но у нас в семье есть Лариса. Лара, тоже Лара. Лариса подходит. Да, вот она Меня называла. терпеть не может. Лара испортила Да, ты вот это. сказала. Да. Она Но сказала. он не знал ее. Это Лара из моей семьи. Мы, Это в может быть, сущности, мы мы, не знаем, что да. это за сущность. Я не могу сейчас сказать, кто там. Хозяин, он отвлекался очень. Ты же видела как? Потому что он не отвлекался на мужчину уже обычно, да? Мгм, А он мгм. так, ты мужчина, ты сущность мужская, он так тык-тык. Слабо, да, на Отвечала. самом деле, очень слабо. Слабо отвечала. Поэтому я хотела разобраться, что это. А это не сущность, это не полтергейст, ничего. Это Фантом ты энергия, называла. фантом. О, фантом. Я сейчас даже не вспомню, потому что Фантом тогда... говорила. Вот. Фантом, который закручивает свою воронку. То есть в том месте, если много очень находиться, может брать все время, собирать энергию, опустошить человека. И у этого человека могут потом быть куча болячек. То есть, как это... Ну, в общем, кто там часто находится, да, да. он будет держать и эту энергию, и фантома эту энергию будет держать. В общем, там как идет как фантом. Что с Очень ним интересно на самом деле. Мгм. А я не Что знаю, с ним как делать? собой привести. Все возможно на самом Может. деле. Сейчас мы проведем ритуал фантома. Мы сделаем для фантома обманочку, чтобы его энергия закрутилась. Это всего лишь сгусток энергии, который питается энергией людей, которые там очень часто находятся. Откуда фантом этот образовался, мы пока не можем до конца понять, потому что он его мог и принести, мог он быть и здесь, потому что неизвестно, что было до строительства дома на этом месте. Здесь очень много факторов. Чтобы их все распознавать, нужно очень много в прошлом ковыряться, чтобы выйти именно на ту стадию, что находится на настоящем моменте времени. Вот. И поэтому мы немножечко все ускорим. Мы сейчас проведем ритуал. Да, мы сделаем объект обманки, но, к сожалению, мы вам его показать не сможем. В целях безопасности. Да, но вашей же. это немножечко опасный ритуал, потому что, может, кто-то хочет воспользоваться, а он для сущности не подходит, а подходит только для энергии, для энергических двойников. Это еще видно. Я и так еще могу это назвать. Вот. Если его употребить для сущности, можно сущности разозлить, и неизвестно, что будет потом в этом доме. Илона, давай спросим у Илоны, как вы себя после ритуала чувствуете? Я чувствую себя хорошо, ну, как я говорила, я в своем доме всегда себя хорошо чувствовала, защищенной. Просто надеюсь, что после этих ритуалов будет здесь комфортно и хорошо и тем людям, которые здесь бывают часто и жить будут, А вот сейчас живут. карты руны показали чувство радости. Оно появилось? У меня это чувство всегда есть внутри. Сейчас, как я ощущаю, да, сейчас больше пошло спокойствие, если вы это ощущаете. Да. Да. Потому что сейчас такое попадет спокойствие, тишина. Вот когда ощущение, вот когда ты долго-долго уставал, и теперь тебе хочется отдохнуть, вот как-то состояние отдыха. Да, я всегда очень беспокоилась о детях. То есть они знали, что если куда-то в поездку ехали, они должны были мне маршрут по каждому пункту написать, чтобы я спокойна была, что там ничего не случилось. И вот сейчас я надеюсь, что вот это постоянное беспокойство меня оставит. Ну, так как ты наша подписчица, я думаю, по стечении времени ты напишешь ответ, что и как. И наши подписчики тоже его смогут его прочитать. увидеть. Да, Да. и могут даже, можешь
как все прошло, что ты после этого ощущала. Ну, это не сразу ты утром встала и вот, да? Это на чтобы ты постепенно посмотрела, а как тебе живется вот в новом облике, а что новое пришло. А действительно это закончилось. Твое, может быть, в личной жизни у тебя пойдут перемены. В работе, потому что мы сейчас открыли целостность, женскую линию, зону радости. Я знаю, что человек очень быстро замечает когда с ним происходит что-то плохое. Мгм. А когда приходит радость, она приходит постепенно, человек к этому привыкает и уже не замечает. Я для того, чтобы на ваш вопрос ответить, буду вести дневник, чтобы через месяц, через 2 месяца, через год было видно, что изменилось. Это очень Ну, интересно. мы очень рады, да. Мгм, да, это Спасибо вам очень большое. интересно. Ну вот я хочу задать один вопрос. Жанна, мы сегодня сделали новый эксперимент. Как ты себя чувствуешь после этого? Немножечко усталость есть, вот как будто бы и какой-то груз перенесла. Мгм. Тяжело, да, было Да, все-таки? да, вот тяжело, и у меня какой-то, как знаешь, ну как будто я пару мешочков на себе килограмм по 50 пронесла. А ощущение, когда ты в этом состоянии, связывалось с душой? Что ты Э, ощущала? Ощущение невесомости у меня сразу пошло, что как бы я это постепенно не стала ощущать, вот что я лежу, руки, ноги, Мгм. ну, ушла. Вот ощущение невесомости. И все. И дальше картинка. И пошла вот эта у меня картинка, у меня сразу вода, и вот это, и все. И я просто там вот в этом пребывала. Ощущение очень интересное. Мгм. Это что-то необычное? Это что-то необычное. Я такого... Я что-то наподобие ощущала, когда входила в транс на кладбище, там связывалась. Вот. Но это немножко другое ощущение. Так что подписывайтесь на нас и ставьте лайки. До следующих встреч. Ждем ваших приветствий. Ждем вас на наших эфирах. Добра вам всем и радости. До встречи. Пока! Пока.